Здравствуйте, друзья! С вами Юрий Притиск. Сегодня я хочу проиллюстрировать на одном примере, как я использовал Marumi Soft GND 8 градиентный светофильтр от магнитной системы M100 для компенсации избыточно ярких фрагментов в кадре, когда мы производим фотографию какую-то видовую, например, фотографию водопада или пейзажа. И если у нас там есть яркие фрагменты, они зачастую отвлекают зрителя, и это все компенсировать в редакторе довольно сложно. А градиентный светофильтр позволяет выровнять общий контраст в сцене и компенсировать яркие избыточные фрагменты в кадре. И вот такая картинка. Вот верх у нас слишком светлый. Мы ставим фильтр. Вот был верх светлый, а теперь он компенсирован. У нас низ получился более проработанный. Вот две картинки, которые явно показывают разницу. Как видно из примера, два кадра абсолютно идентичных. В левом у нас более короткая выдержка, и света, естественно, в нем проникает больше, потому что он не компенсирован светофильтром. И вот этот фрагмент дошел даже до засветки. То есть вот эти листочки, они засветились. В правом кадре мы видим, что свет компенсирован, что здесь сцена воспринимается более равномерно, и к тому же удлинилась выдержка до 2 секунд, что выгодно для того, чтобы показать воду, такой тянучий, густой, текучий, да. Она и тут неплохо получилась на четверти секунды, но все-таки при съемке текущей воды лучше выбирать выдержки от 1 секунды и длиннее. И вот посмотрите, немножко изменился цветовой баланс в кадре. Вот как мы видим здесь, да, он стал немножко похолоднее, но это даже пошло на пользу. И самое главное, мы компенсировали вот этот яркий фрагмент, и контраст в кадре стал более мягким. Больше деталей осталось в тенях. Видите, в левом кадре тени более глубокие. Если посмотреть на этот камень, мы видим здесь достаточно много зелени, и тени стали мягкие из-за того, что мы выровняли контраст в кадре. А в левом кадре, который снят без светофильтра, соответственно, тени на камне очень жесткие, очень грубые, и они проваливаются до черноты. Иногда это невозможно вытянуть без цифрового шума и так далее. Если мы смотрим на этот фотоснимок, то видим, как самая светлая часть всегда притягивает и очень сильно наш взгляд. И куда бы мы ни смотрели, верх кадра начинает дергать, и мы теряем в этой картине покой, не можем на нее спокойно смотреть. Здесь сцена воспринимается спокойнее, контраст упал, водопадики стали более тянучими, они стали более легкими, густыми, кисельными. И как мы видим, то, что тени компенсировались, упал контраст, мы все видим более мягко, и в целом картина воспринимается более гармонично.